Всем привет! Сегодня я купил гигантский мешок арахиса для того, чтобы проверить, сколько сникерсов из него получится приготовить. И самое главное, мы выясним, что выгоднее готовить батончики дома или просто купить в супермаркете. У нас ровно 30 килограмм арахиса. Я купил именно необработанный арахис в скорлупе, так как это самый бюджетный вариант. Это стоило всего $80. Начнем с очистки арахиса. Сейчас нам нужно расколоть скорлупу, чтобы добраться до самих орехов. Это можно сделать даже пальцами, так как скорлупа очень хрупкая. Начинаем массовую очистку арахиса. Спустя всего 40 минут я почувствовал боль в пальцах, стало понятно, что это плохая тактика. Поэтому я решил упростить работу с помощью палочек для суши. С их помощью я буду давить на скорлупу до появления трещины и просто раскрывать ее пальцами. Таким образом нагрузка на пальцы снижается. Продолжаем очистку. Спустя еще 1 час я понял, что это слишком долгий способ. Поэтому мы меняем тактику и будем использовать небольшую доску, с помощью которой будем раскалывать десятки оболочек за один раз. Так работа пошла гораздо быстрее. Глядя на гору арахиса, я боюсь представить, сколько времени уйдет на полную очистку. Три дня спустя мы закончили. Просто посмотрите, насколько много получилось пустой скорлупы. Она нам не нужна, это просто мусор. Поэтому собираем его. И выносим. Главный результат нашей трехдневной работы – это сами ядра. Но в сникерсе они используются не в таком виде, как у нас. Дело в том, что сейчас орехи сырые и в тонкой красной оболочке. Мы решим эти проблемы с помощью обжарки. Раскладываем арахис по противням. И распределяем. Готово. Отправляем обжариваться первую партию в духовку. Буквально на 15 минут. Обжаренный арахис высыпаем на противоположную часть стола. После обжарки у него появился тот самый ореховый аромат. Через духовку должен пройти абсолютно каждый орех. Обжарка завершена. После этого этапа красная шелуха слетает с орехов максимально просто. Чтобы ускорить процесс очистки, стягиваем арахис на край стола. Берем в руки сетчатый мешок. И отправляем в него порцию арахиса. Загибаем край и начинаем перетирать арахис между собой. Шелуха отделяется и выпадает через ячейки в сетке. Уже чистый арахис высыпаем в контейнер. Все готово, но в качестве финальной фильтрации мы пропустим арахис через мощный поток воздуха, чтобы избавиться от остатков шелухи. Наконец-то, спустя 4 дня работы у меня в руках идеальный арахис для приготовления сникерсов. Изначально было 30 килограмм, давайте же взвесим и посмотрим, как изменился вес арахиса после обработки. Чистый вес без контейнера 17 килограмм. Но помимо самого арахиса в сникерсе используется еще и арахисовая паста. Чтобы ее приготовить, отправляем 4 килограмма арахиса в большой ножевой блендер. Накрываем крышкой и измельчаем.
За 5 минут блендер сделал все, что смог. Но это все еще крошка, а не паста. Поэтому дальше нам понадобится меланжор. Включаем его. Используя ложку, постепенно загружаем арахисовую крошку в аппарат. Готово. Тяжелые каменные ролики перетирают арахисовую крошку об каменное дно, и с каждым часом она становится все более пастообразной. Для хорошего результата нужно 12 часов. В итоге мы получаем идеальную арахисовую пасту. Меланжор можно выключать. Переливаем арахисовую пасту в миску. Получилось наполнить ее полностью. Наконец-то подготовка арахиса завершена. Но арахиса в сникерсе всего 30%. Еще 20% карамели, 35% нуги и 15% шоколада. Поэтому я докупил еще очень много продуктов. С учетом орехов я потратил уже $550. Начнем приготовление сникерсов с арахиса карамельного слоя. Для этого нам нужно целое ведро кукурузного сиропа. Вскрываем его. И зачерпываем немного для первой порции. Далее нужен сахар. Насыпаем в сотейник. Капля воды, и можно отправлять сотейник на плиту. Обязательно используем термометр для контроля температуры. Пока карамель варится, наша задача отмерить нужное количество жирных сливок, а также арахисовой пасты. Всю эту массу нужно перемешать. И когда карамель достигла нужной температуры, выливаем. Также зачерпываем порцию арахиса и добавляем в сотейник. Остается все это перемешать. И можно снимать с плиты. Далее берем форму и наполняем ее арахисом с карамелью наполовину. К концу заполнения формы карамель остывает, липнет к ложке, и это превращается просто в мучение. А самое главное, невозможно дозировать количество карамели. Из-за этого карамельный слой получается разной толщины. Поэтому мы решили взять другую форму. Застилаем ее пергаментом и отправляем горячую карамель. Просто распределяем ее лопаткой в один слой. Он получается равномерным и толщиной точно такой же, как в оригинальном сникерсе. Это отличный результат. Для того, чтобы организовать конвейер по производству сникерсов, нам нужно очень много таких форм. На первом этапе я буду отмерять сразу 4 порции ингредиентов. После чего буду варить карамель на всех 4 конфорках. В это время второй человек отмеряет 4 порции сливок и арахисовой пасты. Когда карамель практически готова, я забираю заготовки и выливаю их в сотейники. Также добавляю арахис и, помешивая, довожу карамель до идеального результата. В это время еще 2 человека берут формы и застилают их пергаментной бумагой. Я снимаю готовую карамель с плиты и раскладываю ее по формам. Все заранее просчитано, чтобы одного сотейника карамели хватало для одной формы. Остается только распределить. Готово. Осталось повторить все это очень много раз. У нас получилось заполнить ровно 60 форм. На это ушел еще целый день. Переходим к приготовлению нуги. Для этого нужен сухой яичный белок. В отличие от обычных яиц, здесь нам не придется выбрасывать ненужный желток, поэтому мы экономим на сырье. Отправляем по 1 чайной ложке порошка в мерные чашки. И добавляем нужную пропорцию воды. Остается только перемешать.
И по сути мы восстановили белок до его первоначального вида. Выливаем его в миксеры и взбиваем. Добавляем сахар. И увеличиваем скорость миксеров. Нужно получить плотную пену. После чего варим 4 порции карамели. И тонкими струйками вливаем в белок, продолжая взбивать. До тех пор, пока нуга не загустеет. Но в оригинальном сникерсе нуга не белая, а бежевая из-за добавления арахисовой пасты. У нас осталась ровно половина миски. В каждую порцию нуги нужно добавить буквально по 1 столовой ложке. После чего нуга готова. Выкладываем ее поверх карамельного слоя. Накрываем пергаментом и с помощью скалки равномерно распределяем нугу по всей площади формы. Готово, 2 вида начинки склеены между собой. Но оказалось, что обычные миксеры не выдерживают такую нагрузку и очень быстро ломаются. Поэтому мы будем использовать 2 больших миксера. За один подход у нас получается все те же 4 порции нуги. Снова запускаем конвейер. Два дня спустя у нас закончилась арахисовая паста, но этого хватило, чтобы заполнить абсолютно все формы нугой. Значит, расчеты верны. Теперь каждую форму нужно накрыть пищевой пленкой, чтобы нуга не впитывала влагу из воздуха. Первая форма упакована, осталось еще 59. Перед этапом нарезки начинку нужно охладить, поэтому отправляем ее в холодильник. Мы заполнили холодильник до отказа, можно закрывать дверцу. Оставляем остывать на 12 часов. Пока начинка охлаждается, мы подготовимся к этапу нарезки и сделаем форму с направляющими для ножа. Просто разрезаем бортики в нужных местах. Готово. Начинка уже охладилась, можно переходить к нарезке. Снимаем пленку. Достаем начинку вместе с пергаментом. И перекладываем нашу спецформу с направляющими. Вот теперь с помощью длинного шпателя можно очень просто нарезать начинку на куски размером с оригинальный сникерс. Готово, начинка идеально нарезана на 32 сегмента. По такому принципу нарезаем и оставшиеся пласты начинки. Далее достаем начинку из форм. Переворачиваем и избавляемся от пергамента. А дальше уже окончательно доламываем начинку на нужные кусочки. Получаются идеальные заготовки для сникерсов. Переходим к финальному этапу – покрытия шоколадом. Я купил гранулированный молочный шоколад, и его нужно растопить. Для этого необходим мармит. Наполняем его водой. По сути, это контролируемая водяная баня. Устанавливаем гастроемкость. И уже ее наполняем шоколадом. Можно включать нагрев. Шоколад начинает плавиться, и чтобы ускорить процесс, его нужно периодически перемешивать лопаткой.
1,5 часа спустя шоколад стал жидким. Это то, что нам нужно. Итак, берем охлажденную заготовку для сникерса, отправляем ее в шоколад и немного притапливаем. Затем стряхиваем излишки шоколада. И перекладываем застывать на пергамент. Сверху на оригинальном сникерсе есть узоры. Мы тоже сделаем что-то похожее. После застывания срезаем все неровности шоколада. И уже идеальные домашние сникерсы отправляем на поднос. Кстати, обрезки шоколада мы не выбрасываем, а возвращаем обратно в мармит, так как все ингредиенты рассчитаны и куплены впритык, что можно было посчитать себестоимость домашнего сникерса. Чтобы ускорить процесс, покрывать батончики шоколадом будет сразу 3 человека. Спустя еще 2 дня работы все сникерсы наконец-то покрыты шоколадом. С момента очистки арахиса до сейчас прошло целых 10 дней. Все это уже не было похожим на домашнее приготовление, а больше смахивало на промышленное производство. Итого, из 30-килограммового мешка арахиса у нас получилось приготовить ровно 1840 сникерсов. Но прежде чем мы сравним их цену с покупными батончиками, нужно сделать упаковку, так как она не бесплатная. Мы распечатали ровно 1840 оберток и купили 4 упаковки скрепок для степлера. Это обошлось нам еще в $110. Берем первую этикетку и заворачиваем в нее самодельный сникерс. Закрепляем этикетку с помощью степлера. И подрезаем края волнистыми ножницами. В итоге получаем упаковку, которую можно спутать с оригиналом. Упакованные сникерсы будем складывать просто на стол. Осталось запечатать еще 1839 сникерсов. Для этого наш конвейер из 5 человек работал еще целый день. Итого, 11 дней спустя домашние сникерсы полностью готовы и упакованы. Просто зацените, насколько много их получилось. Итого, суммарно наши затраты на приготовление сникерсов вместе с упаковкой составили $660. С первого взгляда не верится, что все это было приготовлено на домашней кухне. Осталось ответить на самый главный вопрос: дешевле ли домашний сникерс покупного, либо все это было зря. Внимание! Наш сникерс дешевле магазинного в 2 раза и выглядит практически идентично. Поэтому да, готовить сникерсы дома выгодно, если у вас есть 11 лишних дней. Но помимо цены нужно сравнить еще и вкус. Пробуем домашний сникерс. Вкусный арахисовый батончик. Сразу сравним с оригиналом. Магазинный немного более сбалансированный за счет добавления соли, а в остальном вкус идентичный. И консистенция начинки одинаковая. Та самая тянущаяся карамель. Мы выяснили все, что хотели, но вам наверняка интересна дальнейшая судьба всех этих батончиков, так как здесь 460 тысяч калорий, и сами мы это точно не съедим. Поэтому собираем все сникерсы в 3 огромных контейнера. Первый контейнер мы решили отдать детям из танцевальной секции. Они были этому невероятно рады. Все, кто пробовали наши сникерсы, хвалили их вкус. Второй контейнер со сникерсами мы оставили прямо в подъезде, чтобы каждый сосед мог взять себе батончик. Дети были этому особенно рады. Ну и финальный 3-й контейнер со сникерсами мы оставили для всех знакомых детей, чтобы никто не остался без сладкого. Всем пока!